Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем с вами вязать вот такой вот мотив. Вязать можно его любого размера, потом разных цветов. То есть вы можете связать много маленьких мотивов и соединить между собой. Либо по такому принципу, как я вам покажу, просто вязать большое квадратное полотно. Смотрите, как выглядит с изнаночной стороны этот мотив. Вот это лицевая сторона. Вязать буду из шнурочка Карамель Baby 2 мм. И вязать буду крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, изначально делаем колечко. Там серединка у нас была темная. Этот мотив свяжем, где серединка у нас светлая. Вытянули первую петельку, провязали. И еще раз сюда еще одну петельку и 2 воздушные петли. Так я провязываю первый столбик с одним накидом в кольцо. Далее 1 воздушная петля, делаем накид и получаем вот такую вот арочку. Да? В кольцо мы будем их провязывать 4, и между ними у нас будет 2 воздушные петли. Провязали 2 петли, вяжем следующую арочку. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли между ними, третья наша арка, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки между ними и провязываем четвертую, последнюю арку, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Все, затягиваем наше колечко. Смотрите, как мы будем переходить на новый ряд. Делаем накид. 1, 2, 3, третья петелька. 3 петли на крючке, 2 провязали, уводим в правую сторону ниточку и берем другой цвет. Вот эти 2 петли закрываем уже другим цветом. Далее мы в эту арочку заводим крючок, провязали первую петлю и еще 2 воздушные. Вот мы снова в уголок провязали 1 столбик с накидом. 1 воздушная петля и еще раз сюда столбик с накидом. Половинку уголочка нашего мы провязали. Как вязать далее уголки, сейчас посмотрим. Итак, и теперь делаем 2 накида, заходим с изнаночной стороны вот так вот внутрь и провязываю такой столбик с 2 накидами. Это мы его провязали в арке, которых вот у нас 4 есть, предыдущего первого ряда. Далее формируем угол, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 2 воздушные петли и снова столбик с накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Итак, так углы мы будем провязывать постоянно, то есть это, сейчас еще раз покажу. В арочку предыдущего ряда провязываем столбик с 2 накидами, вот таким вот образом. И далее снова формируем угол. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и снова сюда же в уголочек, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Далее столбик с 2 накидами в арочку предыдущего ряда. Формируем угол, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Две воздушные петли, снова столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Так, столбик с 2 накидами в арку. Так, и остается нам
довязать наш уголок. Так, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Итак, теперь закрываем наш уголок. Как мы его закрываем? Делаем накид, 1, 2, 3 в третью петельку, 2 петли провязали, уводим вправо и довязываем уже розовым цветом. Смотрите, вот эта ниточка розового цвета, она у нас будет с левой стороны. Вот эту ниточку, которую мы вязали второй ряд, уводим вправо. Захватываем нить и провязываем столбик с одним накидом. Первый. Вот, провязали мы его таким образом, делаем воздушную петлю и сюда же еще раз провязываем столбик с одним накидом. Половинка угла у нас связана. Далее во всех рядах, когда мы провязываем угол, следующую арку, которая вот у нас сформировалась во втором ряду, одна арка. Ну, то есть вот эти угловые арки, да, мы делаем столбик с 2 накидами и вот таким вот образом провязываем, как я вам показывала в начале вязания. Вот эту вот серединку, как мы вязали. Все время вот наши уголки, они формируют 2 арки. И в арке вот эти 2 мы все время будем так провязывать. Далее столбик с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом. Обвязали столбик с 2 накидами, который был в прошлом ряду, в предыдущем ряду. Снова провязываем углы, то есть сначала арки, делаем 2 накида. Угол провязываем как обычно. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и снова столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. 2 накида, так как у нас идет арка предыдущего ряда, и мы эти арки провязываем вот таким вот образом. А перед столбиком и после столбиком, столбик с 2 накидами предыдущего ряда, мы его с одной и с другой стороны обвязываем столбиком с накидом. 1 провязали, 2 провязали. Снова делаем 2 накида в арочку угловую предыдущего ряда. Угол формируем как обычно. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. 2 воздушные петли и снова столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Провяжите этот угол самостоятельно, а я снова покажу, как закрыть ряд и перейти на новый ряд, и как вязать дальше. Итак, довязываем наш 3-й ряд, закрываем наш уголок, сделали накид в 3-ю петлю, 2 петли провязали, вправо уводим ниточку, берем другой цвет. Вот эта ниточка у нас с левой стороны. Далее ныряем так, чтобы ниточка была с левой стороны, да, и вытягиваем петельку. Провязали еще 2 воздушные петли. Вот снова у нас мы формируем нашу угловую арку, 1 воздушная петля еще и столбик с одним накидом. Опять же в угловые арочки мы провязываем столбики с 2 накидами. Мы будем так провязывать постоянно, но теперь еще всегда столбик, который шел с 2 накидами в предыдущем ряду, мы его с одной и с другой стороны обвязываем столбиком с одним накидом до него и после него. Но теперь у нас еще арочки, в которые мы провязываем столбики с 2 накидами, будут с каждым рядом увеличиваться. И мы их будем провязывать там, где у нас были провязаны рядышком 2 столбика с одним накидом, которые обвязывали столбик с 2 накидами в предыдущего ряда. И делается это вот так. 2 накида, заходим с изнаночной стороны и захватываем под косичку столбика с 2 накидами не предыдущего ряда, а тот ряд, который был еще ниже. Вот таким вот образом. То есть снова мы
кроме вот этих угловых арочек, теперь у нас будут появляться с каждым рядом на одну больше. То есть в этом ряду вот у нас новая арочка появилась. Далее будет лучше видно. В следующем ряду две такие арочки появятся. Я вам покажу, почему так. То есть главное смысл понять. Здесь вот мы снова, у нас в предыдущем ряду был столбик с двумя накидами, да, мы его с двух сторон обвязываем столбиком с одним накидом. Угол формируем точно так же, как всегда. В арку провязываем столбик с двумя накидами. Угол, как всегда, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и снова столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. 2 столбика с накидом в арку. Вот, провязывайте так, чтобы ваш этот столбик ложился между двумя столбиками предыдущего ряда, чтобы красиво ложился рисунок. Вот в прошлом ряду здесь был связан столбик с двумя накидами, значит мы теперь до него провязываем столбик с одним накидом и после него. Здесь у нас формируется новая арка, как я уже вам говорила, да, делаем 2 накида, заходим с изнаночной стороны и под косичку провязываем столбик с двумя накидами. Снова столбик с одним накидом до и после. А угол формируем точно так, как всегда. Столбик с одним накидом, воздушная петля, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Все, довязываем до конца. Этот наш какой? 4-й ряд. Итак, довязываем 4-й ряд. Воздушная петля. Провязываем еще половинку угла. Делаем накид. 1, 2, 3 в 3-ю петельку. Эту нашу ниточку основную, которую сейчас вязали, вправо уводим. И розовой, которая слева у нас, да, закрываем этот ряд. И переходим на 5-й ряд. Так, вытянули петельку, провязали 1, 2, 3. Наш столбик с накидом, воздушная петля. Еще один столбик. В уголок, как всегда, мы провязываем в эту арочку угловую столбик с 2 накидами. Уголки мы провязываем всегда так. Смотрите, в предыдущем ряду был столбик с 2 накидами, значит сейчас по прямой до него и после него провязываем столбик с одним накидом. И у нас появляются новые арочки. Смотрите, в предыдущем ряду за счет угловых, вот угловые арочки и 1 новая арочка, 3 по прямой. Сейчас у нас будет на 1 арочку больше. То есть 2 угловые и 2 вот эти вот. Сейчас я покажу, сейчас мы их провяжем. То есть вот у нас 2 столбика с одним накидом, которые обвязывали в предыдущем ряду столбик с 2 накидами. Вот это и будет наша новая арочка. Делаем 2 накида, с изнаночной стороны заходим и под косичку провязываем столбик с 2 накидами. Вот наша новая арочка, да, только теперь уже такого коричневого цвета. У нас идет далее столбик с 2 накидами, до него, после него, как всегда, мы провязываем по столбику с одним накидом. Снова у нас арка, сзади заходим под косичку, 2 столбика с 2 накидами и столбик с накидом и столбик с накидом. И угловая арка, где мы тоже провязываем столбик с 2 накидами. И по такому же принципу мы вяжем все последующие ряды. Так, сейчас еще провяжу эту сторону, еще раз вам покажу. Так, угол мы провязываем как обычно. Столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли между ними.
в арочку, провязываем столбик с 2 накидами. Угу. Далее провязываем над столбиком с 2 накидами предыдущего ряда с одной и с другой стороны по столбику с накидом. Далее видно, что у нас формируется арочка. Заходим с изнаночной стороны и провязываем столбик с 2 накидами. Снова столбик с 1 накидом, столбик с 1 накидом, 2, столбик с 1 накидом и столбик с 1 накидом. И в угол столбик с 2 накидами. И угол провяжем точно так же, как обычно. То есть мы постоянно следуем одному и тому же принципу, да? Вот у нас здесь в каждом ряду на арочку становится больше. 1 арочка, первый ряд, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Можно вязать сколько угодно, то есть увеличивая полотно. Да, у нас будет одно такое большое полотно, либо мы просто можем связать вот такие квадратики. Причем можно один квадратик вязать, например, вот так. Первый цвет у нас был розовый, а второй квадратик вязать, где основной первым цветом у нас идет коричневый, то есть чтобы они были разными, и соединять их между собой. Тоже будет очень красивое полотно. Сейчас довяжу этот квадратик, покажу, как закрыть. Так, смотрите, при вязании данного мотива у меня будет только 5 рядов. Как вязать дальше полотно, я вам подробно рассказала, объяснила. Как закрыть наш мотив? Вот связали угол, провязываем 2 воздушные петли в 3-ю петельку, соединительной петлей воздушная петля и закрываем. Обрезаем нашу ниточку, обрезаем 2-ю ниточку и прячем хвостики. Итак, смотрите, вот такой получился мотив у нас с вами, да, здесь связано 5 рядов. Опять же говорю, вы можете вязать небольшие мотивы, соединять между собой, очень красиво, использовать более контрастные цвета, как вот мы при вязании данного мотива. Очень красиво тогда получается. Либо вяжете одним полотном нужный вам размер. Вот изнанка, тоже прекрасно выглядит, вот лицо. Вот такие 2 мотива. Если полезен был мой видеоурок, мастер-класс по вязанию такого интересного мотива, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!